Представь, ты стоишь посреди Аравийской пустыни. Вокруг километры песка, температура за 50, воздух дрожит от жары так, что горизонт расплывается миражами. Здесь, в самом сердце Саудовской Аравии, между городами Табук и Эр-Рияд, земля безжизненна настолько, что даже бедуины столетиями обходили эти места стороной. Ничего интересного, правда? Пустота, камень, жара. Так думали тысячи лет, пока в 2017 году наследный принц Мохаммед бен Салман не объявил о проекте, который поначалу назвали безумием. Вырыть в этой пустыне линейную дыру длиной в 170 километров, шириной всего 200 метров и высотой с 500-метровый небоскреб. Не город, не кольцевую дорогу. Линию. Одну сплошную зеркальную линию, внутри которой должны жить 9 миллионов человек. Проект назвали The Line. И это не фантастика, это уже происходит. Часть первая. Место, где не должно быть ничего. Северо-запад Саудовской Аравии, регион Табук. Если посмотреть на карту, то это один из самых пустынных участков планеты. Температура летом регулярно переваливает за 55 градусов. Дождей почти нет. Растительности практически нет. Воды нет вообще. Казалось бы, худшее место для строительства чего бы то ни было, тем более для города на 9 миллионов человек. Но именно здесь, на стыке пустынь Нафут и горного массива Хиджаз, саудовцы начали масштабнейшую стройку 21 века. The Line – это часть мегапроекта NEOM. NEOM. Название составлено из двух частей – «нео», то есть «новый», и «м», первая буква арабского слова «мустакбаль» – «будущее», «новое будущее». Общая площадь проекта NEOM 26,5 тысяч квадратных километров. Это больше, чем площадь Израиля. Бюджет – 500 миллиардов долларов. Да, ты правильно услышал – 500 триллиона. Для сравнения, весь бюджет России на 2024 год – около 400 миллиардов долларов. Саудиты вкладывают в один проект больше, чем целая страна тратит за год. Но почему именно здесь? Почему не на побережье, где уже есть инфраструктура? Почему не рядом с существующими городами? Ответ прост и циничен. Потому что здесь никого нет. На этой территории жило всего около 20 тысяч человек, в основном бедуинские племена. Их переселили. Как именно это происходило, об этом мы поговорим позже, но факт в том, что саудовское правительство получило огромный кусок земли, на котором можно строить что угодно, с нуля, без оглядки на существующую застройку, законы зонирования или исторические памятники. Чистый лист, табула раза. И на этом чистом листе решили нарисовать не город, а идею. Часть вторая. Идея, которая сломала все правила. Что такое город? Обычно это круг или пятно, которое растет от центра во все стороны. Москва, Нью-Йорк, Лондон, Токио – все они развивались по одной схеме. Есть центр, от него расходятся улицы, районы наслаиваются друг на друга, и в результате получается хаотичное скопление зданий, дорог, развязок. Чем больше город, тем больше времени уходит на передвижение. В Лос-Анджелесе средний житель проводит в пробках около 100 часов в год. 100 часов. Это больше 4 суток чистого времени. The Line отказывается от этой модели полностью. Представь город, который вытянут в линию. Длина 170 километров, ширина 200 метров, высота 500 метров. Два параллельных зеркальных фасада, между которыми заключено все. Жилые блоки, офисы, парки, магазины, школы, больницы. Никаких автомобилей, никаких дорог. Передвижение только пешком или на скоростном поезде, который проходит всю линию за 20 минут. 20 минут от одного конца города до другого. Для сравнения, от МКАД до центра Москвы в час пик можно добираться 1,5 часа. Идея проста. Все необходимое для жизни находится в пределах 5-минутной пешей доступности. Работа, школа, магазин, парк – все рядом. Но если тебе нужно на другой конец города, ты садишься на поезд, и через 20 минут ты уже там. Нет пробок. Нет выхлопных газов. Нет потерянного времени. Звучит как утопия. Но утопии, как правило, разбиваются о реальность. И первый удар реальности – это география. Часть третья. Дыра, которую невозможно вырыть. The Line – это не просто здание. Это две параллельные стены высотой 500 метров и длиной 170 километров. Чтобы их построить, нужно сначала подготовить основание. А основание в пустыне – это песок, камень, перепады высот, подземные пустоты, сейсмическая активность. Линия проходит через несколько типов ландшафта. Песчаные дюны, скалистые горы, вади, сухие русла рек, которые раз в несколько лет наполняются водой и превращаются в бушующие потоки.
Саудиты начали с геологических изысканий. Пробурили тысячи скважин вдоль всей трассы. Исследовали грунт, залегание пород, наличие подземных вод. Результаты были предсказуемы. Ландшафт неоднороден. Местами грунт слабый, местами скальный, местами есть карстовые пустоты. Строить на таком основании 500-метровую стену – это все равно, что ставить небоскреб на песок. Теоретически возможно, но требует колоссальных инженерных решений. Первый этап – выемка грунта. Чтобы создать ровное основание под всю линию, нужно вынуть миллионы тонн песка и камня. По некоторым оценкам, объем земляных работ сопоставим с выемкой грунта при строительстве Суэцкого канала. Для этого завезли сотни экскаваторов, бульдозеров, самосвалов. Работы идут круглосуточно. Пустыня превратилась в гигантскую стройплощадку. Но дело не только в объеме, дело в точности. The Line – это не просто длинная траншея, это высокоточная конструкция, где каждый сегмент должен совпадать с соседним с миллиметровой точностью. Потому что сверху на это основание будет установлен модульный каркас из стали и бетона, на который навесят фасады, инженерные системы, интерьеры. Если основание будет неровным, вся конструкция поплывет. Саудиты используют технологии, которые раньше применялись только в туннелестроении и горнодобывающей промышленности. Гигантские тоннелепроходческие комбайны, лазерное сканирование местности, автоматизированные системы выемки грунта – все это позволяет копать быстро и точно. К концу 2024 года вырыто около 30 километров траншеи, это почти 20% от общей длины. Темпы впечатляют, но и затраты тоже. Часть 4. Цифры, которые не складываются. Давай поговорим о деньгах. Изначально бюджет The Line оценивался в $100 миллиардов, потом в 200, потом в 300. Сейчас независимые эксперты говорят о цифре от 400 до 500 миллиардов. И это только строительство, без учета эксплуатации, обслуживания, инфраструктуры. Откуда такие деньги? Саудовская Аравия – это нефть. Страна зарабатывает около $400 миллиардов в год на экспорте нефти и газа. Но нефть – это ресурс конечный. Запасы истощаются, цены скачут. И саудиты это прекрасно понимают. Поэтому с 2016 года они запустили программу Vision 2030, цель которой – диверсифицировать экономику, снизить зависимость от нефти, превратить Саудовскую Аравию в туристический, технологический и финансовый хаб. NEOM и The Line – это флагманы этой программы. Идея в том, чтобы привлечь инвестиции, технологии, таланты со всего мира. Создать город будущего, который станет магнитом для бизнеса, инноваций, туризма. Звучит красиво, но есть нюансы. Первый нюанс – инвестиции идут не так активно, как хотелось бы. Несмотря на громкие заявления, большая часть финансирования идет из саудовского суверенного фонда Public Investment Fund. Иностранные инвесторы осторожничают. Почему? Потому что проект рискованный, потому что Саудовская Аравия – страна с авторитарным режимом, где права человека, мягко говоря, не в приоритете. Потому что неясна экономическая модель. Кто будет жить в этом городе? Кто будет платить за жилье? Как окупятся инвестиции? Второй нюанс – сроки. Изначально планировалось, что первый этап The Line будет завершен к 2030 году. Сейчас эти сроки уже корректируются. По инсайдерской информации, реалистичная дата запуска первого модуля от 2035 до 2040 года. А полное завершение строительства может растянуться до 2050 года. Третий нюанс – люди. Чтобы построить такой город, нужны сотни тысяч рабочих. Саудиты завозят их из Пакистана, Индии, Бангладеш, Филиппин. Условия труда, мягко говоря, тяжелые. Работа в пустыне при 50-градусной жаре, 12-часовые смены, минимальная оплата. Международные правозащитные организации уже забили тревогу, говоря о фактическом рабском труде. Саудиты это отрицают, но репортажей с мест строительства почти нет. Журналистов туда не пускают. Часть 5. Технологии, которых еще не существует. The Line – это не просто большое здание, это концепция умного города, который должен быть полностью автономным, экологичным и высокотехнологичным. Давай разберем, что это значит на практике. Энергия. Город должен полностью работать на возобновляемых источниках. В пустыне – это солнце и ветер. Саудиты планируют установить гигантские солнечные фермы и ветрогенераторы вдоль всей линии, плюс системы накопления энергии, аккумуляторы, водородные установки. По расчетам, город будет производить больше энергии, чем потреблять, и излишки можно будет продавать. Вода.
В пустыне воды нет. Ближайший источник – Красное море, которое находится в 50 километрах к западу. План такой – построить опреснительные станции на побережье, опреснять морскую воду и подавать ее в город по трубопроводу. Плюс система рециркуляции. Вся использованная вода будет очищаться и использоваться повторно. В идеале город должен быть на 95% замкнутым по водному циклу. Еда. 9 миллионов человек нужно кормить. В пустыне сельское хозяйство невозможно в классическом виде, поэтому ставка на вертикальные фермы внутри самого города. Многоэтажные гидропонные и аэропонные установки, где растения выращиваются без почвы, под искусственным освещением, с минимальным расходом воды. Технология существует, но промышленных масштабов пока не достигла. Саудиты рассчитывают, что к моменту запуска города она будет отработана. Транспорт. Никаких автомобилей. Только сверхскоростной поезд, который будет курсировать по линии со скоростью до 500 км в час. Внутри районов передвижение пешком или на автономных электрических капсулах, которые движутся по специальным рельсам. Все это управляется искусственным интеллектом. Искусственный интеллект. Весь город – это по сути одна большая компьютерная система. Датчики, камеры, сенсоры повсюду. ИИ контролирует энергопотребление, распределение воды, движение транспорта, климат в помещениях, даже настроение жителей по данным сносимых устройств. Идея в том, чтобы город сам адаптировался под нужды людей. Но это же и самая страшная часть – тотальная слежка. Каждый твой шаг, каждое слово, каждое действие будет записано и проанализировано. В стране с авторитарным режимом это звучит как антиутопия. Часть 6. Люди, которых там не хотят. Вернемся к тому, с чего начали. Территория Неом не была пустой. Там жили люди. В основном представители племени Ховейтат, бедуины, которые столетиями кочевали по этим землям. Когда правительство объявило о проекте, этим людям предложили переселиться. Предложили компенсации, новое жилье в других регионах. Большинство согласились. Но не все. Некоторые отказались покидать землю предков. И тогда началось давление. Силовые структуры, угрозы, аресты. В 2020 году был убит активист Абдулрахим Аль-Хувейти, который публично выступал против выселения. Его застрелили саудовские спецслужбы. Официальная версия – он оказал вооруженное сопротивление. Независимого расследования не было. После этого сопротивление сошло на нет. Людей переселили. Насильно или добровольно это уже не так важно. Территория была зачищена. Строительство началось. Это темная сторона мегапроектов. За красивыми картинками будущего стоят сломанные судьбы. Люди, которые потеряли дома, землю, корни. И это не уникальная ситуация. История знает десятки примеров, когда ради прогресса жертвовали людьми. 3 ущелья в Китае, Асуанская плотина в Египте и Тайпу в Бразилии. Везде одна и та же история. Большой проект требует жертв. Вопрос только в том, оправданы ли эти жертвы. Часть 7. Зачем это на самом деле нужно? Давай откровенно. The Line – это не про экологию, не про комфорт жителей, не про технологии будущего. Это про имидж, про статус, про место Саудовской Аравии на мировой арене. Мохаммед бен Салман, наследный принц и фактически правитель страны, хочет войти в историю. Он хочет, чтобы его запомнили не как нефтяного шейха, а как визионера, который построил город будущего. Он смотрит на Дубай и видит, как маленький Эмират превратился в глобальный бренд благодаря архитектурным амбициям. Он хочет того же, но масштабнее. The Line – это пиар-проект. Гигантская реклама новой Саудовской Аравии, страны, которая идет в ногу со временем, инвестирует в технологии, заботится об экологии. Но это фасад. За фасадом остается та же самая абсолютная монархия, где казнят за инакомыслие, где нет свободы слова, где женщины получили право водить машину только в 2018 году. И The Line – это еще и способ удержать власть. Мегапроект дает работу, создает ощущение движения вперед, отвлекает от проблем. Пока люди смотрят на строящийся город будущего, они не задают неудобных вопросов о правах человека, коррупции, войне в Йемене. Часть 8. Что будет дальше?
Сейчас, в конце 2024 года, The Line – это громадная стройка. Тысячи рабочих, сотни единиц техники, миллиарды долларов инвестиций. Вырыто около 30 километров траншеи, начато строительство первых фундаментных модулей, проведены дороги, линии электропередач, водопроводы. Есть прогресс, но есть и проблемы. Бюджет раздут, сроки сорваны, инвесторы осторожничают. Технологии, на которые делается ставка, еще не до конца отработаны. Не ясна экономическая модель. Не ясно, кто будет жить в этом городе и за чей счет. Эксперты делятся на два лагеря. Одни считают, что The Line – это грандиозная авантюра, которая закончится провалом. Слишком амбициозно, слишком дорого, слишком много нерешенных вопросов. Другие считают, что если саудиты смогут довести проект до конца, пусть даже в урезанном виде, это действительно изменит подход к градостроительству. Потому что идея линейного города не нова, но никто никогда не реализовывал ее в таком масштабе. Лично я склоняюсь к тому, что The Line будет построен, но не в том виде, в котором его анонсировали. Скорее всего, это будет сокращенная версия. Не 170 километров, а 50 или 70. Не 9 миллионов жителей, а 2 или 3. Не полностью автономный город, а частично зависимый от внешней инфраструктуры. Но даже в таком виде это будет самый амбициозный градостроительный проект нашего времени. И главный вопрос не в том, получится ли построить эту дыру в пустыне. Получится. Вопрос в том, захотят ли люди там жить. Потому что город – это не здание, город – это люди. А жить в зеркальной коробке посреди пустыни под тотальным контролем искусственного интеллекта – это не для всех. Это для тех, кто готов обменять свободу на комфорт. Это для тех, кто верит в технологическую утопию. Это для тех, кто не задает лишних вопросов. А пока саудиты копают свою дыру. Метр за метром, километр за километром. 170 километров прямой линии через пустыню. Может быть, это безумие, а может быть, это гениальность. Время покажет.